Так, всем огромный привет! Прежде чем начать уборку в гардеробной комнате, мы поедем сейчас за Леркой. Ну а муженек мой... У нас рассада наша, посмотрите на нашу красоту, красотищу. У нас томатов хватит 2 гектара засадить. Томаты, синенькие цветы, вот эти уже прям хорошенькие, смотри, очень много взошло. Еще раз всем спасибо. Итак, сегодня у нас уборка и организация в гардеробной комнате. Да, кто не знает, это гардеробная после ремонта. Все вещи, коробки, чемоданы мы уже принесли сюда. Это с тем учетом, что я уже внутри шкафы все помыла, потому что на это невозможно было смотреть. И во все шкафы просто положила вещи вот в таком виде, то есть где что будет лежать, я уже распределила, чтобы вам долго не показывать. Когда мы только принесли вещи, коробки, чемоданы, я вам честно скажу, где-то около часа, наверное, я ходила туда-сюда, я не знала, что куда положить, что куда сложить, потому что было все в куче, даже просто элементарно там полотенца, они лежали вместе там с зимними вещами и так далее. То есть надо было сначала перебрать все, подписать ящики. Да, я помню, подписчики нам писали об этом, и, к сожалению, мы этого не сделали, и теперь распределять все было очень тяжело. Поэтому на уборку гардеробной у меня ушло 2 дня, 2 целых дня. Поэтому съемку видео я начала со 2-го дня. Вот сейчас я разбираю свои вещи. Я уже убрала в первый день зимние все вещи. Я знаю, что уже не будет таких холодов, чтобы одевать там теплые шерстяные кофты. Поэтому и Федины, и детские вещи, и свои я уже распределила по контейнерам. Я вам чуть дальше покажу, в какие. И мы все убрали наверх. По поводу органайзеров, коробочек всяких, мой девиз, наверное, такой. Коробки лишними не бывают. И, наверное, потому что в коробках можно спрятать, вообще все, что угодно, и это не будет смотреться горой хлама, как если бы было без них. Органайзер создает вид опрятности, я считаю, чистоты, уюта. И даже какие-то вещи или мелочи, которые вы не знаете, выкинуть или нет, понадобится вам или не понадобится в дальнейшем, вы можете спрятать в них, и при этом они останутся с нами, и хлама вокруг не будет. Покупала я все органайзеры в Fix Price и в Икее. Также есть в других магазинах, но их очень мало. Я считаю, что в гардеробной комнате, но не только в гардеробной, в любой комнате должно быть все в одном цвете хотя бы, в одном стиле. Вот даже в наших шкафах сейчас вешалки белые, которые я купила в Икее, и черные, которые у меня уже были. Их я, естественно, хочу поменять, но Федя мне предложил такую идею, просто их перекрасить. Потому что их у меня немало, а выкидывать просто, жалко. Сейчас нормальные вешалки стоят недешево, а надо их довольно-таки много. И то в Тёмину комнату у него будет свой гардероб, то есть шкаф 1,5-метровый. Вот туда я еще не покупала вешалки, то есть туда нужно еще докупить. И так как Икею у нас временно закрыли, то приходится покупать в Fix Price. Там, к сожалению, белых нет, есть черные, поэтому их, скорее всего, просто перекрашивать с баллончика, например. За 2 секунды можно это сделать. Because I've been burned before. I got baggage that you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting, but darling,
Так, вот что у нас получилось. Вот, кстати, этот органайзер для несезонных вещей, о котором я говорила с Икеей. Единственное, вещи нужно будет по цветам развесить, погладить. Я ничего еще не гладила. А снизу остатки вещей нужно просто прикупить еще вешалок. У меня, к сожалению, их не хватило. И все это развесить. Но это мы сделаем немного попозже. Сейчас для меня главное привести нашу гардеробную в порядок, чтобы с виду ничего не мешало, нигде ничего не бросалось в глаза. А в самих шкафчиках уже будем дальше наводить порядок постепенно. Далее я пошла убираться в шкафчик, где наша стиральная машина. Я рада безумно, что все-таки стиралку мы поставили именно здесь. И сверху мы прикрепили полочку также с Икеи. На ней будут лежать все порошки, всякие гели. Утюг я также здесь разместила. Честно говоря, глажу я с утюгом именно редко. Сейчас у меня есть парогенератор, и в основном 90% я глажу с его помощью. И постельное белье вы недавно это видели. Но знаю, некоторые просто не признают парогенератор и говорят, что с утюгом им это делать намного удобнее. Вот, допустим, Федя, как-то я его просила погладить шторы сверху, где я не достаю. Он говорит, что это совсем неудобно, легче погладить с утюгом. Но я считаю, что на это нужно время, и ко всему можно привыкнуть. Конечно, гладильная доска не вписывается в гардеробную комнату, она там мешает. Мешает не то, что не помещается, а в плане визуала. А парогенератор, он маленький, его можно легко передвинуть, убрать или даже положить его в шкаф, где наша стиралка стоит. Кстати, в стиральную я уже поместила просто огромную кучу разных тряпок. Я всегда стираю их в стиральной машине, поэтому покупаю я их прям много. И улетают они у меня прям мгновенно. Вот я покупаю Fix Price, беленькие такие одноразовые тряпки. Я трачу их, наверное, в течение нескольких дней. С помощью их вытираю прям все. Делаю полностью влажную уборку. Очень удобные. Они также продаются в Светофоре. Тоже беру. Но там они, да, не дешевле, но немного тоньше. И поэтому расход тоже большой. И смысл тогда покупать в Светофоре, если в Fix Price, или в Магните, если по скидке можно найти по такой же цене, намного качественнее. А вот отдел именно, где стоят наши пылесосы. Я специально Федю попросила вывести розетку там, чтобы можно было бы их сразу подсоединить и зарядить. Удобно, и пылесосы нигде не валяются, не нужно прятать там их где-нибудь за шторами. Все лежит на своих местах. Двери я мою обычной жидкостью для стекол. Пальцев таковых, по крайней мере, визуально это не видно. Мы когда были в магазине, я специально прошлась по отделу всех дверей и выбрала именно эти. Во-первых, у них цена такая средняя. Были, конечно, дешевле, но сам консультант сказала, что если вдруг чем-то зацепить или, не дай бог, допустим, пройтись, ударить, то очень быстро бывают сколы. А гардеробная комната — это все-таки то место, где я буду постоянно, то есть то там гладить, то еще что-то, и стирать то же самое. Вот и пылесосы у нас внутри, то есть один раз достал, если, не дай бог, стукнул об дверь, то уже сколы — это не дело, конечно. Поэтому я не жалею, что мы выбрали двери подороже. Далее идет Тёмкин отдел. Это временно, потому что я ранее сказала, что у него будет собственный гардероб, то есть шкафы в его комнате. Мы считаем, что в детских должны быть свои шкафы, и это намного удобнее. В нашей спальне, к сожалению, никакой шкаф поставить нельзя, потому что она всего лишь 10 квадратов. Я снимала недавно видео про нашу спальню. Кто не видел, ссылку оставлю в описании. И то я там поместила комод и считаю, что это прям очень удобно.
И даже многие, там 99% из 100 написали, что он даже вписался в нашу спальню, поэтому я решила точно 100% оставить его там. А насчет Тёмочки вещей у него много, даже больше, чем у Лерки. Хотя он мальчик, но тем не менее он любит одеваться. Но это, наверное, потому что Лерочка еще совсем маленькая. Я ему заказала и выдвижные ящики, и вещи также будут висеть, обязательно оглаженные, то есть каждый день в школу и на выход. И сверху будет отдел также с таким же органайзером для несезонных вещей. Хотя, если честно, у него такой большой шкаф, что там вообще все поместится, и даже книжки. Но письменный стол у него будет тоже с выдвижными ящиками, поэтому места у него хватит на все. Далее у нас идут стеклянные двери, за ними будут сумочки. И сейчас я еще положила свою обувь. У меня раньше в гардеробной в городе Сочи, хотя там была гардеробная малюсенькая, всего лишь там 3-4 квадрата. И сумочка стояла с обувью по цвету, которая подходит. Это удобно. Ты раз оделся, взял сумочку, одел обувь и готово. Но за ними, за такой обувью, очень тяжело следить, потому что ты придешь с улицы, ты же не можешь взять их и снова положить их на место вместе с сумочкой. Тебе нужно их не просто вытереть, а намыть вместе с подошвой. В Сочи у меня не было закрытой обувницы, а здесь есть, поэтому такая обувь не всегда, конечно, будет стоять там. Органайзер для бижутерии мы также покупали в Икее. Удобная, но золото, конечно, я там не храню, потому что бывает то Лерка попросит что-то там показать, то еще что-то. Поэтому чисто так бижутерия, позолота, серебро. И также очки еще нужно будет принести Федины. Тёмкины есть пару. Органайзер для очков у нас с двух сторон. То есть там, где ремни, также очки мои. И с этой стороны будут Федины очки, Тёмкины. Тёмка также очень любит очки. Ну, Лерка пока еще маленькая. И самый главный этап – это разбор моей косметики. Потратила на это я, наверное, около 4 часов, потому что я разбирала все, смотрела срок годности. Это все было в коробках. Я доставала, конечно, иногда, раз мне что-то нужно, я достала и сразу же убрала обратно. В гардеробной комнате у меня будет чисто косметика, то есть весь уход, крема всякие для лица, это все будет лежать в ванной комнате. Организация ванной комнаты и вообще уборка будет, скорее всего, в следующем видео. Как-то в телеграм-канал я выставила фото, и на фото был органайзер с гель-лаками, и там написали, что типа начнешь заниматься наращиванием и так далее. Нет, я наращиванием заниматься не буду. Я как-то занималась, училась, но в связи с тем, что у меня была операция, я не могу этим заниматься и сильно напрягать глаза, к сожалению, не могу. Вы все прекрасно знаете, что заниматься наращиванием ногтей это очень тяжело, это глаза постоянно в напряжении. Вот, и с тех пор у меня гель-лаки остались, но я сама себе делаю маникюр сейчас, и поэтому они мне нужны, особенно летом. Педикюр я делаю там чуть ли не каждую неделю. И, кстати, у меня очень много, даже целая коллекция таких классных наклеек для ногтей. Как-нибудь покажу вам маникюр, педикюр, который я делаю. И когда ты не знаешь, какой, допустим, гель-лак покрасить или все надоели, эти наклейки прям хорошо спасают.
Но я покупаю наклейки именно от одной торговой марки. Некоторые, конечно, есть с Алиэкспресс, но я считаю, что это совсем детский сад. Хотя там тоже нужно выбирать по цене. Конечно, рублей там за 20, 30, 50 это совсем ничего. А если купить там рублей за 300, 400, то, конечно, они качественные. Я знаю несколько продавцов, которые продают прям качественные наклейки. I don't think they've ever burned this bright. Did you know when how everything would turn out? We learned to run, we learned to fight. Так, ну все, мне осталось перегладить все вещи. Гладила я только Федины вещи. Успела погладить за этот день, потому что он в день выезжает очень часто, и поэтому в первую очередь я гладила именно его гардероб. К этому моменту мы уже убрали гладильную доску, и Федя мне собрал мою вешалку, которая была у нас в гардеробной в городе Сочи. Она небольшая, но какая она удобная. Вот, допустим, я погладила, на следующий день там Тёмке в школу, Лерке в садик, там мне куда-нибудь или Феде там нужно будет выезжать. Ты погладил, повесил на нее, и все готово. Также очень удобно то, что она на колесиках, то есть ее можно передвигать, и снизу есть отдел для обуви. Полочка такая. Раньше я использовала для того, чтобы высушить обувь, но и сейчас тоже можно. Помыл, положил, и она сушится. Так как у нас теплые полы, времени для сушки потребуется немного. И следующий этап — это нужно было помыть нашу стеклянную дверь. Но ее я помыла быстро. Ее мы поставили, помню, в последнюю очередь, и она была не такая прям грязная, как наши панорамные окна в спальне и в гостиной. Мыла я, как всегда, с помощью скребка, пылесоса для окон от фирмы Керхер, тряпки обычные микрофибровые и губка жесткая. Так, все готово. Дверь идеально чистая, стекло блестит. Я довольна и приступаю к уборке нашей прихожей. Здесь я справилась быстро, нужно было просто все сложить, так как к этому времени к съемке я уже все прибрала, в принципе. Помыла двери купе, которые закрывают нашу котельную, вытерла пыль, пропылесосила, помыла полы. Ну и все, наша гардеробная была готова. Вы все прекрасно знаете, что скоро такой большой праздник, как Пасха. И я решила сделать, испечь несколько разных рецептов, взятых из интернета. Рецептов куличей.
Ну а какой понравится больше, я обязательно приготовлю в день Пасхи. Ну а перед готовкой я решила приготовить первое. Это суп с фрикадельками сливочный. Все как обычно. Варим на бульоне фрикадельки. Делаем отдельно зажарку. После того, как закипят фрикадельки, добавляем туда картофель и зажарку. А за 10 минут до готовности добавляем сыр любой. У меня обычный сливочный. И зелень. Очень вкусно получается. Мои дети обожают этот суп. А еще я хочу вам посоветовать вот такую милую стеклянную кастрюльку, которую я покупала в New Chic, но они сейчас продаются и на Озон, и на Wildberries. Очень удобно хранить в холодильнике. Итак, для выпечки нам потребуется для опары теплое молоко, сахар, дрожжи и мука. Все ингредиенты будут на экране и под видео. Первым делом в чашку выливаем молоко, оно должно быть обязательно комнатной температуры. Далее дрожжи. Если у вас есть живые, то лучше всего получается с ними. Сахар 2 столовые ложки. Ну и муку обязательно просеять. Дать настояться опаре где-то минут 10. Можно даже немного подольше, если у вас есть время. Этот рецепт, наверное, есть у многих, и многие его готовили. Но я пеку первый раз. На следующей неделе, скорее всего, сделаю еще 2 рецепта. Посмотрю, какой лучше, какой понравится нашей семье. И такой и выберу на праздник. Далее для теста нам потребуется яйцо 1 штука, яичный желток 2 штуки, сливочное масло, соль по вкусу, сахар, ну и мука. Муку я написала 350 грамм, но на мой взгляд я считаю, что нужно немного поменьше. Вы смотрите сами, конечно. Тесто должно получиться прям мягким, воздушным. После того, как замесили тесто, отправляем в теплое место, где-то минут на 40 минимум. Оно должно хорошо подняться. Ну а далее мы делим его на 2 части, раскатываем прям тоненько. Смазываем маслом. Масло можете взять сливочное, либо растительное по вкусу. И берем начинку. Посыпаем начинкой. У меня это изюм, замоченный в кипятке, и миндальные лепестки. Вы можете брать начинку абсолютно любую. Я еще хочу попробовать с джемом и с шоколадом. Далее закручиваем, и закрученное тесто выкладываем на второе. И далее делаем все, как показано на видео. Форма у меня 16 сантиметров диаметром, но я хочу вам порекомендовать брать меньше, потому что тесто хорошо поднимается в духовке. И так как у меня форма большая, оно немного поднялось как бы вширь. А красивее было бы, если бы форма была меньше и кулич был бы такой высокий. А на вкус это прям очень вкусный, мягкий. Я советую приготовить по этому рецепту.
Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось в гардеробной комнате. Повторюсь, на уборку, организацию у меня ушло 2 дня. Сама гардеробная комната вместе с прихожкой у нас 20 квадратных метров. Все шкафы, вообще все, что здесь видите, кроме кресла и зеркала, все из магазина IKEA. Итак, давайте начнем с самого начала, с углового шкафа, где стоит стиральная машина. Я разместила все стиральные порошки, все, что касается стирки, в этом шкафу. Слева снизу под пылесосами размещено 2 выдвижных ящика. Там у меня лежат техника для съемки и в корзине тряпки для уборки. Порошки сыпучие, пятновыводители я разместила по баночкам и органайзерам. Единственное, на что не хватило органайзера, это на детский порошок. Потом докуплю. И еще главное, что мне нужно сделать, это обязательно все подписать. Далее идет пенал 50-й. Это весь отдел Тёмочки. Это временно, повторяюсь, пока его комната не готова. Поэтому его вещи размещены здесь. Как только все будет готово, все перенесем туда. И да, здесь нет еще постельного белья его. Оно лежит в комоде. Чуть дальше покажу где. Далее идет шкаф. Это метровый в ширину. Здесь мы выбрали, вернее, стеклянные двери. Да, они в 3 раза дороже, чем те. Но я считаю, что они выглядят, конечно, очень классно в гардеробной комнате. В самом верху будет органайзер для несезонных вещей. Ну, хотя есть еще у нас всякие новогодние игрушки, елка и так далее. Может быть, я организую именно там. Ну а снизу у нас идет выдвижная, это бижутерия, там еще очки будут Тёмкины и Федины. А снизу это мои теплые вещи, которые я не буду убирать отсюда даже летом. Это единственные вещи, которые я оставлю здесь. Все остальное мы будем убирать. То же самое Федин свитер, у него такой есть красивый. Его я тоже не буду убирать. Второй выдвижной ящик – это мои платья. Весна-осень. К сожалению, сейчас такая жара, что, скорее всего, я их почти носить не буду. И весь этот отдел в скором времени, я так думаю, судя по погоде, я уберу. Следующий ящик идет под мои вещи. Я также уже убрала зимние. А снизу корзина и один большой метровый ящик. Там я разложила Леркины домашние вещи и на выход. Весна-лето, конечно же. Далее у нас идет вот такая вешалка, про которую я вам говорила, и парогенератор. Парогенератор я пока что оставила, потому что мне предстоит большая глажка. Ну а справа от вешалки идет снова большой метровый шкаф IKEA. В нем размещено все точно так же, как и в предыдущем пенале. Единственное, здесь выдвижной такой ящик, он отведен под ремни наши, очки. Здесь чисто мои Федины очки и Тёмкины будут в том пенале. Снизу идет ящик под летние вещи мои. Здесь идут маечки, топики, футболки, бриджи и так далее. Ну а снизу 2 ящика. Это Федины, там его домашние вещи. А снизу корзина под вещи, в которых он только работает. Единственное, сверху вот эту свечу я уберу, конечно же, она здесь не подходит. Просто она очень хорошо пахнет, поэтому пока лежит здесь. Сверху снова органайзер для несезонных вещей. У меня их аж 4. Напротив, первый пенал 50-й. Это Федин отдел. Здесь то, что я уже погладила, то есть его костюмы и его футболки. Сверху будут лежать вещи, которые он очень редко носит. Ну а снизу выдвижная корзина, где лежат его носки. Далее идут мои вещи. Я уже вам, в принципе, показывала. По цветам все развешу после того,
как все переклажу. Ну и вешалки, конечно же, нужно будет перекрасить и докупить. И самое удобное для меня — это выдвижная брючница. Здесь, конечно, висят не только брюки, но и юбки. Снизу маечки, всякие блузки нужно повесить. Перед этим купить вешалки, ну и погладить, конечно же. Снизу также корзина под нижнее белье. Я прям в восторге от этих корзин, правда. Они стоят дешевле, чем ящики, и оказались очень удобные. Далее идет стеллаж со стеклянной дверью под мою косметику. Ну и небольшой подвесной туалетный столик. Давайте начнем с пенала. В нем сверху лежат мои сумки маленькие. Разместила я туда именно те сумочки, которые я ношу редко, поэтому они и лежат сверху. Ну а снизу идет вот такой небольшой стеллаж для гель-лаков. Он, кстати, с Fix Price. Справа идут духи мои. И снизу всякие резиночки, это Леркины. Далее идут мои заколочки всякие. Ну а снизу выдвижная полка, косметика, которую я пользуюсь довольно-таки часто. То есть это тональные основы, карандаши для губ, все для бровей, пудра, ну и так далее. Не буду прям все показывать. А снизу та косметика, которую я реже пользуюсь. Далее в выдвижном ящике идет лампа для сушки гель-лака. Я вам говорила, что маникюр я делаю сама. И машинка для спиливания. Ну а снизу наклейки для дизайна ногтей. Их также у меня много. Снизу в ящике идут всякие пилки. Единственное, для этого всего мне нужно купить органайзер. Ну и все на этом. У меня поместилась вся косметика. Я прям довольна, что заказала этот стеллаж и не жалею абсолютно. И кисти, чтобы не опылились, я, скорее всего, буду хранить в стеллаже. И смотрится, кстати, тоже классно. Были люди, которые писали нам, что это кресло неудобно, что выдвижные ящики, они не будут открываться, но они и так выдвигаются наполовину. Я это знала. В нем у меня лежат тени, которую я использую, ну, прям очень редко. Но, как видите, к ним легко есть доступ. И справа ящик. Здесь лежат наши расчески. Опять-таки те, что не на каждый день. Та расческа, которую я пользуюсь каждый день, она лежит на туалетном столике. А в ящике лежит мой крем для рук, который я использую каждый вечер. Мои наушники, блокнот, чехол для телефона запасной. Ну и все. Справа идет комод, такой же, как у нас в спальне. На нем размещен декор. И, кстати, нужно повесить фотографии в эту рамку. А в самом комоде лежит постельное белье, про которое я вам говорила. Единственный ящик, который я заняла, это под всякие скатерти для кухни. Я их еще не гладила, поэтому пока временно они лежат тут. Ну и на этом все пеналы, шкафы, ящики я вам показала. Давайте пойдем в прихожую. В прихожке около двери у нас размещена вот такая обувница. Я, кстати, вам скажу, она прям очень удобная. И ее забрал к себе Федя, ну и дети. Моя обувь, к сожалению, там не поместилась. Вот такое зеркало мы еще не повесили. Федя сказал, что нужно будет купить какой-нибудь красивый гвоздик. Выдвижной ящик очень удобный для ключей и всяких там принадлежностей для обуви. Ну и рядом с обувницей размещен вот такой большой шкаф, о котором я не жалею. Там размещена вся верхняя одежда. Куртки, толстовки, там, ну, в общем, все, что у нас есть, все размещено здесь, и это прям удобно. Снизу идет ящик под шапки, перчатки и так далее. И в самом низу контейнеры для обуви нашей, не сезонной. Их у меня много. Сверху, как видите, у нас тоже огромное количество контейнеров. В один контейнер помещается 2-3 пары обуви. Ну, смотря какие, конечно. Если у вас там высокие, огромные сапоги, то, конечно, поместится одна пара.
Ну а снизу выдвижная обувница, там лежит только моя обувь. Но я вам скажу так, снизу подкладка, она быстро пачкается, поэтому за этим всем нужно постоянно ухаживать. Ну а так, конечно же, удобно, ты выдвинул и видишь, какая обувь тебе нужна, взял, одел, пришел, помыл и снова положил на место. Но все же хорошо, что я заказала эту полку выдвижную для обуви, потому что одна обувница для нас мало. Видео на этом подходит к концу, и я безумно рада от того, что у нас получилось. Конечно, в жизни не всегда удается все делать правильно. Порой иногда слезы наворачиваются от боли. Но я желаю всем всегда смотреть вперед. Никогда не оглядываться по сторонам на неприятности и неудачи. Самое главное – это не падать духом. Делать правильные выводы после очередного падения и идти смелее вперед. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.